Всем привет! Вы на канале Frosty Summer. Сегодня мы вам расскажем про прекрасный город Рига. Рига – это столица Латвии и самый большой город из стран Балтии. Была основана в 1201 году епископом Альбертом и просто красивый город. Насладиться прекрасными видами можно как с Академии наук, так и отправиться в старый город на башню Петра. На Ригу прекрасный вид открывается с башни Петра, но еще лучше наблюдать с гостиницы Редисон. Самое комфортное место с прекрасным видом на Ригу – это Skyline Bar, который находится в гостинице Латвия. Начнем наше путешествие с исторического центра Риги, который отмечен такой табличкой. Привычный нам вид Домская площадь имеет меньше 100 лет. Напишите в комментариях ваши самые обожаемые места города Риги. К площади выходит улица Яунела, известна тем, что на ней снималось две легендарные картины. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, также 17 мгновений весны. Сейчас это красивая живописная улица со множеством ресторанов и кафе. Всего в паре кварталов находится тематическая гостиница, посвященная Шерлоку Холмсу, с современными комфортабельными номерами. Но вернемся обратно. Пройдя по улице Яунела, окажемся у дома, по улице Цветочная 9, где Плейшнер провел явку и был схвачен. У Риги есть своя самая узкая улица, она находится на улице Розену. И здесь же находится одноименный ресторан Розенграль. Сейчас по техническим причинам он закрыт, но можно заглянуть в окошко и посмотреть, что находится внутри. Как позже мы узнали, он закрыт насовсем, к сожалению. От Розенграля рукой подать до дома черноголовых и статуи Роланда. Каждый день проводятся интересные экскурсии по дому черноголовых. За 8 евро с чашечкой кофе, а за 9 с бокалом шампанского. Церковь Святого Петра является одним из символов города Риги. Сама башня несколько раз разрушалась, и в 1967 году началась реконструкция, после чего она приобрела теперешний вид. За все время было установлено 7 петухов на башне, а к 800-летию Риги был заново отреставрирован и позолочен петух. Подняться можно на высоту 72 метра и взглянуть на Ригу с отличной панорамой. За собором открывается отличный вид на старый город и памятник бременским музыкантам. Говорят, чтобы исполнились все ваши желания, нужно потереть все носы. Ну или смотря насколько важно ваше желание. Всего в паре шагов от башни Петра находятся Конвентасета и Янисета. Это очаровательные дворики и памятники архитектуры 14 и 16 веков. Нам очень понравилось гулять по этим тихим историческим дворикам. А если вы проголодались, гуляя по старому городу, можно зайти в ресторан средневековой кухни Лассете. Там вы погрузитесь в колоритную атмосферу и сможете попробовать вкусные блюда местных шеф-поваров. Рижский рынок является одним из самых крупных в Европе. Давайте прогуляемся и посмотрим, что же тут есть. На центральном рынке широкий выбор различных продуктов как для местных жителей, так и для туристов. А в одном из павильонов открыт большой фудкорт, на котором можно попробовать различную еду. Также там есть интересный стенд с плакатами рекламными 30-х годов прошлого века. Так как я просто обожаю рыбу и морепродукты, я не упускаю возможности, путешествуя по разным странам,
зайти в рыбные павильоны и посмотреть на предлагаемый ассортимент. Квартал Спикери – это бывшие склады, на которых хранились различные товары, но после открытия торговых станций и базара, к сожалению, они утратили свою актуальность. Сейчас здесь находятся различные магазины, офисы, а также проходят кинопоказы и концерты, и, конечно же, блошиные рынки. Расписание рынка оставим в описании. Тут можно приобрести различные антикварные статуэтки, монеты или же средневековые шлемы. Головы, конечно, у них были поменьше раньше. Тут же мы познакомились с дедушкой, у которого продаются различные вещи с французских барахолок, мушкеты, фотоаппараты и даже шлем пожарных. Дедушка оказался очень добродушным и интересным собеседником и с удовольствием рассказывал про свои товары. Кстати, про пожарных. В Риге есть отличный музей пожарных, в котором можно поиграться с бронзбойтом и посмотреть всю историю пожарных Латвии, как они зарождались и как они совершенствовались до нынешних дней. В музее представлена обширная коллекция различных экспонатов, которая будет интересна как взрослым, так и детям. Мы сами ходили там с детьми, и нам было все интересно. Также здесь есть трубочист, которым можно натереть пуговицу всегда в желании. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Самых красивых улиц латвийской столицы – улица Альберта, названа в честь основателя города епископа Альберта и являющейся жемчужиной югенд-стиля. Здесь каждый дом является неповторимым. В этом районе можно долго бродить, открывая для себя аутентичную красоту рижского югенда. Практически на каждом здании можно заметить растительные узоры либо мифических персонажей на фасаде, либо рядом с домом. А в этом угловом здании находится самая красивая в Риге лестница. Туда вход бесплатный, и каждый может насладиться этой красотой. В этом же здании на первом этаже находится Рижский музей югенд-стиля. Гуляя по старому городу, я открыл для себя арт-галерею Нестор Кастом, в которой талантливый мастер дает вторую жизнь деталям от машин и мотоциклов. В галерее можно заказать для себя что-то эксклюзивное, чего не будет у других, или купить гигантский фотоаппарат или трансформеры. Бастионный парк – отличное место для приятных прогулок горожан и гостей столицы. Насыпной холм стоит на месте бывших городских укреплений. Отсюда и пошло название парка. В Риге есть мост, где молодожены вешают замки. Со временем, когда их становится слишком много, самоуправление их спиливает. Ну а стараниями влюбленных и молодоженов они появляются заново на этом месте. Ригу можно посмотреть и с воды на экскурсионном кораблике, либо устроить романтик своей второй половинки и взять лодку, либо катамаран. А после чемпионата мира по хоккею установили памятник Артуру Шилову, вратарю сборной Латвии. В Латвии очень много разных сортов пива, но еще больше, на мой взгляд, баров с интересным дизайном, которые соревнуются между собой, у кого более необычный или особый тематический интерьер. Один из них – Мисс и Мистер Бир. Верманский парк находится в самом центре Риги. Здесь постоянно происходят разные мероприятия. Здесь есть небольшая эстрада. Сейчас в данный момент происходит фестиваль мороженого.
казармами Екоба может дойти до Шведских ворот. Это единственный из 8 ворот Риги, сохранившийся до наших дней. Как и в любом уважающем себя средневековом городе, в Риге есть свой призрак. Если вам нравятся машины, вам определенно стоит посетить Рижский мотор-музей. Он является самым большим и современным музеем машин в странах Балтии. В музее есть несколько экспозиций об истоках автомобилестроения, автомобили легенды, кремлевская коллекция, автомотоспорт, советская автопромышленность и многое другое. А первый президент Латвии Карлос Олманис ездил на подобном Cadillac Fleetwood. Также интересен уголок, в котором представлены гоночные болиды и карты, произведенные в Советском Союзе. И абсолютно невозможно оторвать свой взгляд от серебряной стрелы, по сути, прародительницы болидов Формулы-1. Порадовала инсталляция панельного дома, где в каждой квартире происходят различные действия, и мы видим жизнь простых людей. А последний прототип машины завода RAV очень крутой, стильный и чем-то напоминает японский автопром. Также есть возможность прокатиться на пазике, который ехал на свадьбу. А Ford Vairex — это бывший автомобильный завод в Риге, который производил автомобили под лицензией марки Ford. Мотор-музей — это живая энциклопедия, в которой можно посмотреть различные экспонаты, очень интересные. Здесь рассказана как мировая история автомобилестроения, так и латвийская. И вам, и вашим детям будет определенно это очень интересно. Мотор-музей находится у Бикернекской трассы, на которой проходят различные гонки, этапы Кубков мира по дрифту, и можете себя почувствовать оператором данных гонок. Бикернекская трасса была построена в 1966 году. В том же году на нее были перенесены гонки «Янтарная Волга», которые проходят на ней до сих пор. Сейчас, когда на трассе не происходят какие-то соревнования, то трасса открыта для всех, и можно приехать на роликах либо велосипеде и покататься на ней. Проголодавшись, вы можете приехать в ресторан национальной кухни «Лидо». Здесь вы сможете покушать по приемлемым ценам и насладиться аутентичным латвийским интерьером данного ресторана. Лидо — это не только про еду, но это большой комплекс отдыха, в котором и зимой, и летом найдется что поделать как взрослым, так и детям. Межапарк — это еще одно место, в котором жители города и гости любят прогуливаться и наслаждаться природой.
При желании по озеру можно прокатиться на экскурсионном кораблике. На эстраде Межапарка часто происходят концерты. Она была построена в 1955 году к 12-му празднику песни. Я уверен, отправившись в Межапарк, вы отлично проведете время и сможете найти развлечения по своей душе и останетесь довольны поездкой. Любители животных будут рады возможности сходить в зоопарк, который тоже находится в Межапарке. А мы с вами продолжим исследовать Межапарк, в котором находится бывшая летняя резиденция первого президента Латвии Карлиса Улманиса. Особняк был построен в 1898 году как семейная вилла Адольфа фон Бюнгера, богатого владельца пивоварни. После Первой мировой войны особняк пустовал. Позже ее стал использовать Карлис Улманис. Мы там были впервые, и мы остались довольны его посещением. Очень приятный и уютный музей. Ну и как приехать в Ригу и не отправиться на море? Отличное место, куда мы советуем поехать, это молл Мангельсалы. Прекрасное место для романтических прогулок в любую погоду. Сезонально возле мола ловится различная рыба. В момент съемки шла селедка, и всегда собирается большое количество рыбаков. И самый дальний объект нашего путешествия – это сад камней скульптора Паула Яунземса. Расположен в рижском поселке Вакарбуле, там же его дом и мастерская. Мастер устанавливает свои работы прямо на берегу реки Булюпы, и любой может приехать и насладиться их красотой и величием. Рига – это прекрасный, необыкновенный город с долгой историей. Надеемся, вам понравилось наше путешествие по Риге, и увидимся в следующем выпуске.